Ирина Хакамада. Рестарт. Как прожить много жизней. В этой книге «Рестарт» я за 2 года перемолола огромное количество философской литературы, особенно американских философов и психологов, которые активно начали действовать где-то в 80-е годы 20 века. И сейчас эта тема начинает развиваться. Плюс я изучила историю вопроса, например, та же самая интуиция, что об этом думали древние философы, и как сегодня к этому относится официальная наука, в том числе и в соединении с теми открытиями, которые произошли в квантовой физике. Что делать, если все вокруг потеряло смысл, раздражает или просто надоело? Как начать сначала, когда нет сил, вдохновения и кажется, что все пошло не так? Ирина Хакамада предлагает свои знания и опыт. Она рассказывает о потерях и обретениях, о мотивации и энергии, о том, как включить кнопку перезагрузки и не бояться начинать с нуля. Цель этой книги – помочь вам очистить сознание от прошлого негативного опыта, включить интуицию на максимум и настроиться на крутые, кардинальные, смелые перемены. Ведь каждый из нас может прожить много захватывающих жизней, нужно только решиться. Введение. Обязательно к прочтению и прослушиванию. Эта книга – продолжение 3 предыдущих «Успех в большом городе», «Дао жизни», «В предвкушении себя». Я выдаю книги нечасто, где-то раз в 3-4 года. Дело в том, что каждая из них связана для меня с определенным этапом становления при встрече с вызовами судьбы и открытия новых личностных возможностей. Что-то происходит, появляются новые знания и опыт, они осмысливаются в диалоге с миром, и после этого накопленным потенциалом можно делиться. Цель одна – помочь ищущему себя обрести баланс, двигаясь в хаотичном пространстве и времени. Попробую уточнить, опираясь на авторитеты. Известный психолог, профессор Гарвардского университета Тимоти Лири, провел анализ формирования сознания человека. Мы всегда стремимся к вершине. С этим стремлением связаны 4 уровня свободы и 4 уровня социального слияния индивидуумов современного общества. Тимоти Лири. История будущего. Первое. Биологическая свобода. Выживание биологического вида, здоровье, доступ к источникам жизнеобеспечения. Второе. Территориальная свобода. Защита жизненного пространства. Третье. Технологическая свобода. Владение продуктами человеческой деятельности и их использование. Четвертое. Культурная свобода. Свобода выбирать стиль жизни и социосексуальную роль. Эти 4 уровня свободы определяют материальное существование первой, низшей ступени личностного развития. На более высоких уровнях, по Лири, существуют еще 4 уровня свободы. Соматическая – свобода управлять ощущениями своего тела. Нейрофизическая – свобода расширять, ускорять и контролировать собственную нервную систему. Генетическая – энергетическая. Последние 2 пока что скорее научная фантастика на грани с эзотерикой. А вот первые 2 – соматическая и нейрофизическая свободы – вполне актуальны и становятся важной жизненной мотивацией для продвинутого населения, особенно поколения Z. С последней книги «В предвкушении себя» прошло около 4 лет. 4 года рецессии в России, усиление мирового хаоса, технологических прорывов, выхода во взрослую жизнь информационно-цифрового поколения. Все перечисленное я как-то приняла и поплыла, проходя водовороты, не наталкиваясь на рифы, в том числе за счет открытия новых уровней свободы, не связанных с материей выживания социума. Книга об этом опыте. Все ее главы связаны друг с другом. Лучше читать их в первый раз последовательно, не выдергивая отдельные куски текста. Метод изложения прост. История вопроса, мой опыт, инструменты достижения результата. Инструменты, а не модели поведения.
Вы все неповторимы, и ситуации ваши тоже неповторимы. Но овладев инструментами интуиции, рестарта и перезагрузки, эмоционального регулирования, управления своим «я» в сообществе, вы создадите частные модели на каждый момент изменчивой ситуации. Подобный метод сложнее в освоении, чем простое копирование чужого опыта, зато он результативен, гибок, органичен вашей натуре и, что главное, порождает самоподкрепляющийся эффект поведения в соответствии с качеством изменений окружающей среды. Боже мой, какое длинное предложение! Не пропускайте, особенно мужчины, короткие художественные отступления автора. Они дают возможность отдохнуть от довольно сложного текста и приучают получать информацию в образной форме. Итак, предложенная книга поможет стать более устойчивым в неустойчивом мире. Мы живем в условиях постоянного усложнения технологий, и сейчас прогресс идет по экспоненте. Этот экспоненциальный рост наметился с XIX века, когда скорость нововведений возросла по сравнению с равномерным небольшим приростом, происходившим в предыдущие столетия. В наше время она достигла таких величин, что близка к технологической сингулярности, после которой все события станут уже абсолютно непредсказуемыми. Сингулярность – высшая точка неопределенности. Например, Uber – одна из самых быстро растущих компаний, использующих новые формы предоставления такси-услуг. Ей всего около 5 лет, но уже сейчас ее эксперты ломают головы над тем, что они будут делать через 10-15 лет, когда дороги займут машины без водителя. Простой подсчет количества предстоящих увольнений показывает миллиарды долларов расходов на выходные пособия. Компания умрет. А вот другой пример из настоящего. Человек, пытаясь воспользоваться всеми достижениями IT-технологий, стремится заработать деньги в социальных сетях, на криптовалютах, модернизируя управление в своих компаниях и сталкивается с невозможностью прогнозировать успехи и доход даже на год, не говоря уж о долгосрочных планах. Скрытые процессы экспоненциального роста и сингулярности проявляются то в неожиданных взлетах, то в провалах. Например, у вас вроде бы стабильно растет количество клиентов, потребителей ваших услуг. Вы решили ускорить рост и вложили кучу денег в традиционную рекламу в расчете на сверхприбыль. Но получилось наоборот, клиенты стали уходить. Или обратный случай. Вы сделали что-то случайно, например, перепутали ценник на услугу и приписали лишний ноль, а получили ажиотажные продажи. От непредсказуемости будущего и от того, что проверенные методы работают вхолостую, у вас сдают нервы. Вы начинаете суетиться и делаете неверные шаги. Стремясь к высотам, с каждым неверным шагом все глубже роете себе яму. Таков закон диалектики. Человечество, стремясь упростить себе жизнь, усложняет ее еще больше. Древние философы предсказывали подобные явления, а современные ученые облекли экспоненциальный рост и сингулярность в графики и формулы. И если знание этих формул помогает в зарабатывании денег, то в формировании своего думающего по-новому тела, то есть всего организма, включая и физику, и сознание, и подсознание, ничто не поможет. Чтобы самостоятельно формировать проект жизненного успеха и подбирать правильную команду для семьи и работы, необходимо быть частью этого сложного турбулентного мира. Не страдать, стоя в стороне от большого тренда, а стать им. Жить, чувствовать его, смотреть его глазами, оставаясь самим собой. Недаром столь популярны Экхарт Толле и Садхгуру. У обоих я была на лекциях. Толле – писатель и духовный учитель. Садхгуру – индийский йогин и философ. Оба, один опираясь в большей степени на психиатрию и буддизм, другой – на медитативные практики, пытаются простыми словами донести до человека сложные законы его взаимодействия с внешним миром. Например, Толле рекомендует, когда вы нервничаете в машине, застряв в пробке, включить высшее «я» и сосредоточиться на процессе езды, забыв о цели поездки. Это принцип буддизма. «Я есть только здесь и сейчас, нет прошлого и будущего». Садхгуру советует вовсе отречься от предрассудков общества.
Чтобы развить личность и понять суть мира, надо стать нелепым, типа танцующего Шивы. Поэтому он предлагает залу танцевать. ஆனந்தாலே பண்ணிடலாமா? எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அலே 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 அலே. Почему залы у обоих ораторов переполнены? Потому что люди чувствуют усложнение мира и начинают понимать необходимость качественного рывка в развитии своего интеллекта. Сложный человек не боится перемен. Он сам переменчив и готов ко всему новому, скорее чувствуя, чем просчитывая свежие тренды. Сложный человек счастлив в постоянном развитии, а не в параноидальном стремлении укрепить стабильность вокруг себя. Я не хочу никого пугать, но все продвинутое информационное пространство переполнено прогнозами будущих грандиозных взрывов. Эксперты сходятся во мнении, что минимум через 7-8, максимум через 30-35 лет мир столкнется с проблемой качественной занятости. Индустриальная эпоха ставила своей целью накормить население. Весь развитой мир первого и второго уровней решил эту проблему и увлеченно занялся насыщением растущих потребностей все более разнообразными услугами и товарами. Рынок в погоне за прибылью и снижением издержек заглатывал новые технологии. Информационные технологии на базе компьютерной обработки больших данных сначала незаметно, а затем все стремительнее стали массово заменять не только людей, занимающихся физическим трудом, что происходило с XIX века, но и работников умственного труда. Последовательное ускорение технического прогресса с середины XIX в XXI веке привело к экспоненциальному росту, а значит, непредсказуемости последствий. Мы живем в технологической революции, которая, как и все революции, несет не только обновления, но и ряд разрушений. Во всех странах, включая Россию, грядет сингулярный взрыв. Почему? Потому что экономика не сможет накормить всех людей смыслом жизни, то есть духовностью. На духовный голод будет обречено огромное количество людей с хорошим образованием и навыками. Корпоративные юристы, бухгалтеры, проектировщики архитектурных сооружений, программисты, маркетологи, аналитики, водители и множество других профессий со средними компетенциями объективно, а не в силу политики правительств, начнут исчезать. Их заменит искусственный интеллект. Их заменит программа, способная значительно быстрее, чем человек, осуществлять перебор вариантов. Технологии постоянно наблюдают за нами, изучают каждое наше движение. И сейчас их внимание приковано. Духовный голод – это дефицит возможностей самореализации и зарабатывания денег. Человек всегда задается вопросом о смысле жизни и находит утешение в создании чего-то нужного людям. Оплата труда означает, что общество признало ваш профессионализм в создании того, в чем люди нуждаются. Самореализация держит на плаву при любых передрягах, в том числе и в личной жизни. И что нас ждет в будущем? Самореализация станет возможна только для тех, кого компьютер заменить не способен. Человеческий мозг при определенных навыках работает не только в категориях «да-нет», но и в категории возможного. Инвалид без ног опровергает медицинский прогноз и катается на лыжах. Стивен Джобс, человек, так и не получивший высшего образования, меняет мир. Не имеющая никакой поддержки брошенная мама с 4 детьми делает карьеру, зарабатывает деньги и еще дважды выходит замуж. Притом от первого мужа уходит сама. И это тоже реальный случай. Адвокат вытаскивает из тюрьмы несправедливо осужденного при наличии улик против клиента. Полководцы выигрывают битвы с войском в разы меньше, чем у врага. Все эти случаи не подвластны холодному перебору вариантов. Это сложные случаи, и в них побеждает сложный человек. Только такие представители рода человеческого станут будущей интеллектуальной правящей элитой. Не в смысле чиновниками, а в смысле не испытывающими духовного голода, самореализовавшимися. И хотя я описываю картины будущего, настоящее тоже уже стало другим. Оно меняет ориентиры и требования к качеству человеческого ресурса.
Даже такое личное понятие, как счастье, становится все более сложным в ощущениях. И нам необходимо меняться здесь и сейчас. Для тех, кто готов отбросить прежний опыт и страх и ринуться в новый мир возможностей, эта книга. В каждом из нас заложено больше, чем мы думаем, слушая бубнёж честолюбивого, но неуверенного в себе бытового «я». Попробуем все изменить в быстро меняющемся мире. Ну что, поехали? Поехали! One, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Глава 1. Интуиция. Метод поиска решений или способ познания мира. Как-то один знакомый о чем-то поспорил с моим мужем. Последний привел в пример меня, тогда еще действующего политика. Приятель в сердцах бросил что-то вроде «Вот только этого не надо, Ирина вообще не политик». Муж офигел. Ответ был неожиданным. «Да она все делает на ощущениях, плюя на правила. Интуитивное животное». Я вообще не поняла, то ли обидеться, то ли попытаться переубедить. Но решила не спешить и подумать. И думаю до сих пор. Что-то в этом есть. Ведь ни вход в большую политику, ни жесткий выход из нее логически никак не встраивались в мою жизнь. Тогда как же все или почти все получилось? Не вышло только то, что от меня не зависело вовсе. После ухода из политики интуитивный подход, по счастью, победил окончательно. По счастью, несмотря на то, что чем дальше, тем круче становились вызовы. И теперь, после 10 лет успешного свободного плавания, накопленным опытом можно и поделиться. Итак, делюсь. Первое. Развиваюсь я и развивается профессиональная интуиция. Второе. Интуиция не всегда спасает. 100% попадания не бывает. На 100% верен только один прогноз. Наше тело смертно. Третье. Интуиция проявляется по-разному. Четвертое. Мне она была присуща не всегда. Пятое. Потребность в интуиции сильно зависит от вида деятельности. Шестое. Интуиция невероятно эффективно экономит время и силы. Седьмое. Интуицию убивает избыток информации. А теперь подробнее. Полная версия книги доступна спонсорам канала аудиокниги-подкасты. Жмите кнопку «Спонсировать» под видео, и вам откроется это и другие эксклюзивные мультимедийные аудиокниги.